Всем привет! Я люблю готовить, но зачастую времени на это остается мало, особенно в будни. Здесь мне на помощь приходят любимые ленивые рецепты из области «все сложить в сковороду, поставить на огонь и не трогать до готовности». Удобны они еще и тем, что и гарнир, и мясо готовятся вместе. Так и посуда пачкается меньше, и не нужно следить за вторым блюдом. А еще тут все очень просто, справится даже неопытный кулинар. Сегодня именно о таких блюдах и пойдет речь. Для первого рецепта мне понадобятся макароны, обязательно из твердых сортов пшеницы, 200 граммов. Выкладываю их в небольшую форму. Солю. Добавляю пол чайной ложки орегано, немного растительного масла и перемешиваю. Теперь кубиками нарезаю довольно крупный томат. Иногда заменяю его томатным соусом. Выкладываю на макароны и равномерно распределяю. Теперь фарш любой, какой есть. Примерно 500 граммов нужно. Солю. Добавляю перец. Мелко нарезаю пару зубчиков чеснока и отправляю к фаршу. Еще понадобится сыр. Натираю на крупной терке 200 граммов. У меня здесь обычный российский, но отлично подойдет моцарелла или сулугуни. Вливаю в форму 300 мл кипятка. Он не должен полностью покрывать макароны. И сверху равномерно распределяю сыр. Накрываю фольгой. К этому моменту духовка должна быть разогрета до 190 градусов. Отправляю туда форму на 30 минут. Спустя время достаю форму из духовки. Убираю фольгу. Чудесный аромат. В этой форме 4 порции. Есть нужно сразу, не оставляя на потом. Макароны из твердых сортов пшеницы за это время не развариваются и не склеиваются. Все получается очень просто, вкусно и сытно. Это блюдо любят и мои дети тоже. Обязательно попробуйте. Следующий рецепт оценят любители голубцов. Многие любят их есть, но не все любят их готовить. Мне понадобится килограмм капусты. Нарезаю вот такими не крупными, но и не мелкими кусочками. Сначала может показаться, что капусты слишком много, но это не так. Не стоит уменьшать ее количество. Еще нужно нарезать одну крупную луковицу. Также понадобится здесь 200 граммов длиннозерного пропаренного риса. Теперь в сковороду с маслом выкладываю капусту. Отправляю туда лук и перемешиваю. Выкладываю промытый рис. Солю. Добавляю приправу хмелю сунели и томатную пасту. Я кладу совсем немного, но по вкусу можно добавить больше, 1-2 столовые ложки. Теперь фарш. Мне больше нравится с говяжьим. Беру примерно 700 граммов. Добавляю соль, перец и немного уплотняю. Вливаю 800 мл воды и проделываю в фарше несколько дырочек для выхода пара. Накрываю крышкой и включаю максимальный огонь. Как только начнется активное кипение, огонь убавляю на минимум. Через 30 минут посыпаю мелко рубленым укропом или другой зеленью. Выключаю огонь и минут через 10 можно подавать. По внешнему виду, конечно, с голубцами ничего общего, но по вкусу почти то же самое. Ленивей голубцов я еще не встречала. А следующее блюдо я готовлю чаще остальных, но делаю все на глаз. Беру несколько картофелин и нарезаю дольками. Также небольшую морковь, кабачок, обязательно беру пару болгарских перцев. Набор овощей может быть разный, но картофель и перец использую всегда. Овощи можно брать и замороженные, и свежие.
Еще мне нравится добавлять сюда стручковую фасоль и зеленый горошек. Немного чеснока сюда, соль, перец, растительное масло и перемешиваю. Сверху выкладываю куриные голени. Здесь могут быть и кусочки другого мяса, и тефтели, и котлеты. На каждую голень немного горчицы, чайную ложку с горкой приправы карри и соль. Для аромата иногда добавляю розмарин. Форму помещаю в рукав для запекания. Таким образом все приготовится быстрее, сохранит все ароматы и сочность. Делаю несколько проколов для выхода пара и запекаю при 180 градусах около часа. Очень ароматно. Все соки остались в форме, жидкости довольно много получается. Но при этом курица покрывается румяной корочкой. Я очень люблю готовить это блюдо на ужин. Это просто не отнимает много времени, а получается очень вкусно. А теперь ужин с грибочками. Удобнее использовать некрупные шампиньоны. Здесь 400 граммов. Режу их половинками или четвертинками в зависимости от размера. Одно крупное куриное филе режу небольшими кусочками. Курицу можно заменить индейкой или свининой. Основа блюда – гречка. Я всегда измеряю обычным стаканом, но сейчас для наглядности использую мерный стакан. На 300 мл гречки, а если кому-то удобнее, то по весу это 250 граммов. Я беру в 1,5 раза больше воды, то есть 450 мл. На разогретую сковороду с маслом отправляю грибы, филе, 3 измельченных зубчика чеснока и промытую гречку. Обжариваю на огне больше среднего минут 5-10. Если вы никогда не пробовали обжаривать гречку перед приготовлением, попробуйте. Солю. Затем добавляю 100 граммов натертого сыра, 100 мл сливок любой жирности, у меня 15%, и перемешиваю. Вливаю воду, накрываю крышкой и как только закипит, убавляю огонь и готовлю 20 минут. Все готово. Гречка с грибами – удачное сочетание, а сыр и сливки добавляют мягкости вкуса. Попробуйте обязательно. Я знаю, что кто-нибудь точно скажет, что это никакие не ленивые рецепты, и тут все равно нужно готовить, что-то резать и так далее. Действительно, скатерть-самобранка здесь стол не накроет, но эти блюда гораздо проще полноценной готовки. Для меня удобны тем, что и гарнир, и основное блюдо готовятся вместе, следить за ними не нужно, все сделает плита или духовка. А пока еда готовится, можно приготовить салатик, простой десерт, накрыть на стол или просто отдохнуть. Расскажите, как вы экономите время на повседневной готовке, это для многих будет полезно. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.